Мы в Дели. Сегодня у нас первый день нашей поездки. Такого путешествия по Индии очередного. В общем, в шоке. Просто вот вышли из отеля, и тут адищ просто сразу начался какой-то лютый. Вот там мужчина продает овощи и фрукты. Мы когда заселились в отель, было часа 3 назад, он просто так вот шуровал, чистил зубы палкой, как оказалось. Ничего, такая палка деревянная, просто как будто как собаки кидаем. И он нам предложил тоже эту палку, говорит, хотите тоже почистить? Мы отказались. Отель вот этот вот, его с утра мыли из шланга. Я не знаю почему, то ли потому что воздух грязный, то ли что, то ли к празднику. Сегодня праздник, сегодня 76-й день республики. Большой праздник, священный. Все закрыто, все магазины. Мы ехали из аэропорта. Я говорю, Ир, что-то как-то все опять культурно. Никакой дичи нет. Единственное, что нам чемоданы на багажник положили у машины и веревкой привязали. Вот, в общем, мы так ехали, потому что они в машину не влезали. Вот. И, собственно, как только вот жизнь закипела, тут началась, все, я вижу, что мы в Индии, все нормально. Опять какой-то движ сумасшедший. Чип и Дейл. Господи, убежал. Чип и Дейл. Встретили мужика на мосту. И сейчас Ири рассказывает, как правильно дойти до Republic Day, до этого. День республики в Индии. В этот день вся страна словно встает в полный рост и говорит: «Мы сами себе хозяева». Индия отмечает не просто дату, она напоминает всем: мы свободны, мы сильны, мы сами пишем свою историю. В центре Дели парад, военная техника, марши, официальные речи. Но попасть туда — это как выиграть в лотерею и одновременно пройти квест из пробок, заборов и тысячи охранников. Мы с Ирой туда не прорвались, зато оказались на выставке, которая в этот день не менее важная часть праздника. В парке расставлены те самые прицепы, что только что участвовали в параде. Каждый из них как визитка штата, макеты достижений, успехов, новых проектов. Где-то гигантская пчела и улыбающийся пчеловод, где-то фермер с урожаем, макет завода или школы. Это выставка, где каждый регион говорит: вот что мы сделали, вот чем мы живем, вот чем гордимся. Похоже на ВДНХ, только по-индийски. Ярко, громко, искренне. Индийцы этими прицепами тоже заявляют: мы сами себе хозяева. Мы с Ирой это все увидели, прошли, прочувствовали и сняли. Без пропусков, без спецдоступа. Просто как есть, среди людей. Это и был наш День Республики. Такой, каким он должен быть. Настоящий, живой и незабываемый. Пробрались на выставку, на которой каждый штат свои представляет достижения. И у них тематические платформы интересные. Сейчас снимаем. Типа такая современная ВДНХ выставка. Кто чего тут, чем прославился за год. Вот Кашмир, видишь? Сейчас ребят встретили, попросили сфотографироваться, говорят, одно фото. Я сначала не понял, что одно фото. Говорю, со мной? Он такой, да, ну давай. Короче, такие вот... How are you? Fine, thank you. Thank you, brother. You are from? From Armenia. Armenia. Armenia? Yeah. Good. Nice place. Very Indian. Nice to meet you. Nice to meet you What's your too. name? Vova. Boba. Yeah. Nice name, Boba. Yeah, I am Punjabi. You know Punjabi? Idiots. You know Punjabi? Sidhu Moosewala. Mansa. Tipiana Penda.
से वाला Bak. हाँ, yes. थैंक यू सर। Welcome. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? Fine, thank you. ऐसे घूम करके आएंगे ना। Ой, какая, смотри, большая пчела, Ир. Поход дела EPI платежи — это государственная история, не коммерческая, не частная. Не знаю, могу ошибаться. Краска так пахнет сильно, они только все это покрасили, видимо, недавно. Да. If you like our work, then you can support our channel financially. Treat us to coffee if you scan the code or follow the link in the video description. Thank you. Все это прицепы. Они ехали сегодня по дороге. Ой, там какой, смотри, хай-тек штат. Это, наверное, Бангалор, да? Даже не знаю. Атомная энергия. Или завод, что-то такое. Промышленность какая-то. Мужик вот эту промышленность развивал у них, видимо. Пойдем. Я только сейчас понял, что вот это все впереди маленькая машинка, тягач, а за ней прицеп. Нашли хороший павильон на фудкорте. Масала Ти делают. Всякую такую еду готовят. Рис вкусный. Вот такие еще штучки жарят. Блинчики, там помидорки, сыр. И еще сладкие сладости из котла. И еще что-то. Готовят блин прям при мне. Насколько я понял, что вот это декорации. И сейчас дадут какой-то другой. То есть чувак сказал, бери рукой, прям я подумал, что серьезно, надо брать рукой. Пошла готовка. Готовит нам. Жареха пошла. Сейчас того плеснуть, всего плеснуть, все вкусно. Картошка. Сыр, фета и помидор.
अरे जा मेला करवाया Я не понимаю, что происходит. Чувак, फरवरी को मेला एक और तैयार а, प्रगति मैदान लौदनाओ вот так вот сейчас делают. लौदनाओ हाँ 1 तारीख से 5 तारीख Все потрогали руками. Масалы присыпали солью. जो चल रहा है 26 तारीख से 31 तक Ага. हाँ जल्दी आ जाओ मजा लेना है तो पंडित जी मौत में Thank you. Да. Вот такую дали штуку. И сейчас еще две таких. Где нам встать поесть, Тыр? Будем с рук есть, да, с тобой? Ой, мне уже течет эта зеленая херня куда-то. За шиворот. Индия. Это вегетарианская история, тут мяса нет. Кажется, что... Так, масала чищу потом возьмем, Ир? Сейчас не будем, да? А. Значит, я попробовал вот этот блин с картошкой. Он ужасно острый. Меня сожгло всю оболочку рта. Все, что я ем дальше, я не чувствую вкус. Язык до сих пор жжет. Вот эта история. Это как будто бы воздушный рис, который в какой-то соленой воде подержали чуть-чуть, он там до конца не размок, такой альдент получился. И ты вот ешь, хрустишь, это холодное все. И похрустывает. Ты говоришь, no spicy. Он говорит, да-да-да, без проблем, без спайси. Это мне просто интересно, а что такое будет с... Да, вот это блюдо, я просил, чтобы было не острым. Вот это я не сказал ничего, тут просто он шибанул столько. Едим, и я понимаю, что мы супер далеки от вообще понимания, что едят традиционно в Индии. Короче, он этот горшочек достал из печки, из бочки, и все налил все это. Видимо, так масала готовится, что ли, не понимаю. А это дырявый, так должно быть? Чё? Выбросил, что другой возьмет. Из печки той берет их. Раскаленные. ये मैं 2 देके आ रही हूँ, 2 लेती हूँ, ठीक है? आपके 2 चाहिए। Если он меня прольется, я скажу, ты приду дорогу. Thank you.